Доброе утро, дорогие друзья! Это программа о вкусной и здоровой пище, а меня зовут Сталик Ханкишиев. Не все могут запомнить мою фамилию, но если сказать «казан-мангал», все сразу понимают, о ком идет речь. Но сегодня у меня в руках не казан и даже не простая сковородка. Это, дорогие друзья, паэльера, потому что сегодня мы будем готовить особую паэлью по моему рецепту. Но посмотрите, наш очаг занят казаном. Все правильно, так и надо, потому что с казана и масла начинается приготовление паэльи с морепродуктами. И посмотрите, какие у меня здесь морепродукты. Охо, да все бы это поместилось еще сюда. Здесь огромные креветки, здесь вонгули, здесь мидии двух разных размеров, здесь немного кальмаров. А вот здесь у меня панцири от креветок. Ну да, креветки-то мы очистили, потому что будет гораздо удобнее кушать, когда креветка уже очищенная. А вот панцири не выбросили. Знаете почему? Потому что в этих панцирях есть еще очень много вкуса. И для того, чтобы извлечь этот вкус, я опускаю панцири в казан. Панцирь штука несъедобная. Это что-то вроде лаврового листа. Запах и вкус дает хороший, но все равно его никто не ест. И не надо. Обжарим его до красного цвета и до появления специфического креветочного запаха. Казан у меня сегодня работает на углях, не на дровах, поэтому единственный способ прибавить нагрев – это обмахнуть угольки опахалом. А нагрев мне необходимо добавить, потому что сейчас самое время долить воды. Ну, я думаю, примерно литр воды. Кажется, получилось немного больше, но что поделать, ничего страшного. Мы сколько нам понадобится этой воды, столько и возьмем. Закипело? Вот тебе и бульон из яичной скорлупы. В принципе, пахнет вполне себе так ничего. Я думаю, что в китайском ресторане из такого бульона бы еще и суп сварили. Да и во французской кухне из чего готовятся их эти супы-пюре? Раковый биск, биск из омара. Надо же. Но нам сейчас этот недобульон необходимо посолить. Необходимо посолить, потому что в нем будет готовиться следующий продукт. Продукт достаточно ценный, довольно вкусный. И называется этот продукт мидии. У меня здесь два сорта мидий. Одни еще живые, только-только из аквариума, а другие замороженные. Недорогие, но на вкус вполне себе. Вот эти большие я слегка отвариваю, буквально на 1 минуту. Ну вот, закипели, раскрылись все. Можно считать, что и готово. Достаточно. Не надо. Им потом еще там, вместе с пловом, извиняюсь, вместе с паэльей готовить. А впрочем, надо ли мне извиняться в данном случае за применение слова «плов» по отношению к паэлье? Ведь история паэльи однозначно восходит к арабскому, мусульманскому завоеванию. Это именно арабы завезли в Валенсию рис и способы его приготовления. Способ приготовления в одной посудине и риса, и других продуктов – это однозначно плов. Ну да, конечно, мы не привыкли видеть плов с морепродуктами. Но что ты будешь кушать, если ты живешь на берегу Средиземного моря? Если там навалом вот этих ракушек, всяких рыб, креветок, ну почему бы их не съесть? В конце концов, это и вкусно, и полезно. Ага, закипели, пораскрывались ракушки. Некоторые даже поубегали из своих раковин. Ничего, от меня далеко не убежишь. Все попадут в плов, все попадут в паэлью. Вот теперь в казане не просто вода. Вот теперь в казане бульон из морепродуктов, который пахнет очень хорошо, имеет вкус очень хороший. Именно им мы и будем заливать рис. А сейчас мне необходимо сделать так, чтобы вся сковородка нагревалась равномерно. Поэтому часть углей я вытаскиваю, раскладываю по бортикам. Никто мне такой прием не показывал, никто меня этому не учил. Но вы имеете возможность учиться непосредственно у меня. Этот прием работает замечательно. Посмотрите, в центре необходимо оставить лунку, в центре необходимо оставить свободное от углей место. Горячо, очень горячо.
А по краям, по периметру будет лежать уголь и отлично нагревать сковородку. Паэльера медная, изнутри луженая. Для того, чтобы олово не расплавилось, не побежало с паэльеры, ее сразу же необходимо загружать продуктами. Да вот для начала хотя бы оливковым маслом. Грамм 100, я думаю, будет вполне достаточно. И в это масло сразу, ничего не дожидаясь, лук и чеснок. И то, и другое должно обжариться слегка, но может быть вот порозоветь. Готовить по, так сказать, импортным рецептам и публиковать видео в интернете, в Ютубе, чревато неприятностями. Сразу сбегаются знатоки, которые лучше стали как Ханкишиева, знают, как надо готовить паэлью. Я в Испании бывал неоднократно. И самым большим моим разочарованием была именно паэлья и суп гаспачо. Потому что я готовил эти блюда по испанским книгам. И у меня получалось гораздо лучше, чем то, что предлагалось в испанских ресторанах. Впрочем, нет. Однажды, именно в Испании, а точнее на Пальме де Майорка, я отведал паэлью, которая была приготовлена лучше, чем у меня. Знаете имена двух женщин, которые ее готовили? Ася и Зульфия. Ингушки по национальности. Вот они приготовили паэлью. Пальчики оближешь. С нами были рядом испанцы. За столом находился мастер, который изготавливал гитары для великого Пако де Лусини. Коренной, с Майорки. И он тоже сказал, что вкуснее той паэльи он не ел ни разу. Поэтому сегодня мы готовим паэлью с уточнениями Аси и Зульфии. Вот обжарили лук и чеснок красиво. И досыпаем перец. 2 штучки красный, а 1 штучка зеленая. Но перец слишком долго жарить не надо, наоборот. Здесь в середине необходимо расчистить место для следующего ингредиента – кальмары. Вот кальмары должны обжариться. Кальмары были полупрозрачными. А теперь они стали непрозрачными, абсолютно белыми. Это означает, что белок, из которого они по сути дела и состоят, свернулся, точно так же, как сворачивается и становится белым и непрозрачным куриный белок. Следовательно, можно добавлять следующие ингредиенты. Протертые помидоры. Но знаете, мне кажется, что это слишком много. Наверное, здесь грамм 800. Я возьму грамм 300-400. Этого будет довольно. Знаете, что самое ужасное может случиться на кухне с морепродуктами? Если их переготовили. Вот томат закипел и все. Нечего готовить так долго эти кальмары. Пора рис засыпать. А знаете, как испанцы засыпают рис? Я вам сейчас покажу. Смотрите. Они сыпят вот так. А второй раз вот так. Знаете почему? Дело в том, что после реконквисты, когда испанские христиане вернулись в свои места, они решили изжить рис напрочь, потому что рис был едой арабов, едой мусульман. Но потом кто-то из них оказался нормальный, умный человек. Он сказал: слушайте, рис очень вкусный. Если его будем насыпать вот так, крестом, то это будет христианское блюдо. Так с тех пор и насыпают. Многие испанцы даже не знают почему. Но мне некогда с вами так долго разговаривать. Мне пора заливать воду. Наш бульон. Отлично кипит паэльера. Вся кипит очень равномерно. И самое время опускать креветки. Вот как раз рис доготовится, и как раз креветки будут готовы. Все одновременно. Вот эти мидии, как я уже говорил, мороженые. Ну и ничего страшного. Вот им сейчас здесь, в плове, самое место. Пусть в них зайдет бульон, пусть в них наберется рис. Получится нечто вроде турецкого блюда, которое так называется мидия долмасы. Слышите? Долма с мидиями. И как-нибудь с вами обязательно это блюдо приготовим. А куда же теперь разместить все огромные мидии, как булыжники? Эх, пришлось их очистить.
А что, есть-то мы все равно будем только вот это. И это выглядит очень красиво. И это наверняка очень вкусно. Вот они вонгули, а вот те большие, как булыжники, мидии. Риса было всего лишь навсего полкило. Сколько было остальных продуктов, вы сами видели. Но сейчас остается добавить средней остроты красный перчик. А вот для красоты, для того, чтобы как рубины сиял он в нашем плове. Ой, ну извиняюсь, паэльи, конечно. Есть несколько стран, где очень популярен шафран. Индия, Иран, Азербайджан, некоторые арабские страны, Магриб и Испания. Конечно, сдобрить такую крутую паэлью настоем шафрана – это будет очень хорошо. Прямо высшим пилотажем считается, если паэлья вот не то чтобы пригорела, а чтобы рис снизу паэльи прихватился, чтобы он там зазолотился, спекся, чтобы внизу паэльи образовалась хрустящая корочка. Для этого мало нагреть паэльеру. Для этого паэльеру необходимо вовремя остудить. И я вам хочу показать один старинный способ, как остужают паэльеры. Видите вот эту кучу мокрого песка? Вот прямо сюда и опускаем паэльеру. И даем ей остыть моментально. От мокрого песка донышко застывает, приготовление прекращается. И паэлья получается ровно такая, как задумано поваром. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем. И при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка Stalih Видеобук никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Stalih Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Stalih Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные. Вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Вот и все. Вот теперь паэлья готова. Ну что, попробуем? Разложим по тарелочкам.
Ну а как там корочка? Получилось или нет? Получилось. Вот она, ровно такая, как надо. Буквально как у мастеров-паэльщиков. Ну, разве что и мне попробовать. А ну-ка. Ребят, оно, конечно, вива Испания. Однако наши Ася и Зульфия рулят. Приятного аппетита, дорогие друзья!